рад видеть вас у себя в гостях на канале, в ТикТоке, в Инстаграме и на Ютубе. Друзья, меня часто спрашивают, говорят, покажи, Михалыч, как он у тебя на холодную запускается. Потому что ты показываешь уже, как костер горит и тяга видно, что есть. А вот на холодную, как он, дымит он сначала или не дымит. И вот в этом ролике я как раз вам это все и покажу. И снимать я буду сразу на две камеры. На вот эту, которую вы видите. И на вот такую маленькую. Вычищу мангал. Видите, решетка холодная. После вчерашней, хотел сказать, пьянки. Но пьянки вчера не было. После вчерашней, в общем. Сразу скажу, что у меня дно подовое, то есть без колосниковой решетки. И вы увидите, все, в принципе, стлело в золу. То есть не осталось, вон, видите, все такое. И, друзья, кто вот спорит, пытается сказать, что в трубе существует тяга, спешу разочаровать вас. Тяги в трубе не существует. Это миф. Еще Михаил Ломоносов пытался это тоже доказать. Ничего у него не получилось. Тяги в трубе не существует. Тягу создает именно восходящие горячие газы, которые заходят в трубу. Вот они и создают в этот момент тягу эжекционную. То есть эжекционная, эжекция попутная. Как в краску, как пульки, знаете, красят, идет струя воздуха и попутно засасывает краску в эту струю. То же самое здесь происходит. Горячий воздух заходит в дымоход и начинает за собой попутно тянуть воздух. Вот этот эффект и называют тяга в трубе. Но без потока тяги там не будет, если только это не сквозняк. Это вот такая маленькая лекция. Вот я часто люблю мешки из-под цемента для этих целей использовать. Это у меня остался. Пошла камера, запись камеры. Сейчас настроим, чтобы все видно было. Вот так. Значит, друзья, смотрите, задвижка у меня внутри, поворотная, открывается вот такой цепочкой. Это у меня временно, тут такой механизм я придумал. Значит, не хватило у меня цепочки, надо еще сантиметров 20. И здесь я сделаю гвоздик и буду сюда фиксировать. Самое главное, чтобы ваша задвижка четко вертикально вот так стояла. То есть не вот так, не вот так. Если она вот так у вас станет, то газы будут собираться, прессоваться и будет дымить. Это все тоже очень важно. Дымоход должен в правильном соотношении быть с сечением портала. Высота трубы тоже имеет значение. Если она находится в зоне турбулентности, в зоне ветрового подпора, то трубу надо поднимать выше этого места. Ну а так, в принципе, мангалы с двойным зубом работают и без трубы вообще. Михалыч, доброе утро, Михалыч. Михалыч, я вот
дымосборник, видишь, поднял оттуда, начал сужать этот. И под аркой тоже вот этот. Она будет работать. И вот этот дымоход я портал сделал 30 на 30, хочу сделать. Все, зажигаем и внимательно смотрим. Сейчас у меня открыты двери в беседку. Беседка у меня полностью закрыта. Переключаю на маленькую камеру, чтобы вам видно было, как уходит дым. То есть, в принципе, сразу дым весь идет в трубу. Видите, запуск на холодную, без всякого дымления с портала. Все туда поднимается. То есть второй двойной зуб, он для этого и служит, чтобы, во-первых, мой зуб, первый зуб, он почти с самого начала дна начинается. То есть не с самого начала, а с 1/4 высоты задней стенки начинается первый зуб. Он притягивает к себе дымовые газы. То есть чем раньше и ниже вы его начинаете, тем лучше он берет под контроль поведение огня и дыма. Потом перелом зуба выше портала обязательно. И второй зуб уже подводит дым прямо к дымоходу, то есть к трубе. Эти все вещи очень важны. Второй зуб, он как бы продолжает притягивать, это эффект Куанда. По этому эффекту происходит притяжение. То есть между плоскостью кирпичей и газом воздуха меньше давления, а с этой стороны воздуха больше. И как бы дым поэтому прилипает к стенке. Видите, сейчас идет вдоль первого зуба дым, заворачивается и уходит прямо в дымоход. И, друзья, сразу скажу, что без зуба тоже работает конструкции, но не так стабильно. То есть для того, чтобы без зуба работала барбекюшка, да, или камин, надо идеальные условия нужны для этого. То есть чтобы давление воздуха было стабильное, чтобы не было перепадов давления, чтобы не было ветра. В общем, все капризы природы надо исключать. Тогда будет работать и без зуба. Но двойной зуб, он позволяет работать стабильнее, без рисков дымления, ну, снижает риски дымления барбекю вашего. И в то же время, независимо от погоды, практически независимо от погоды, работает стабильно. Почему я сказал практически независимо от погоды? Потому что бывают такие сильные ветра или такая зона давления, еще смотря в каком месте у вас барбекю стоит. Бывает такое, что даже печки дымят, не говоря уже о каминах и мангалах. Ну вот вы видите, как все, запуск прошел, как все сработало. Это вот ответ вам, господа, кто сомневался, что на холодную будет дымить. Ну, а может, не сомневался, а просто поинтересовался, как же он работает в непрогретом состоянии. Так что, ребята, еще напоминаю, что есть у меня проекты барбекю комплексов для самостоятельной сборки. Также есть проекты порядовка в кармане, я ее так называю. То есть порядовка высылается сразу на смартфон, вам не требуется компьютер, электронная почта, а вы сразу его получаете в WhatsApp, Viber, Telegram канал, там Instagram, ну в общем все соцсети, куда можно передавать файлы. Вы его получаете, эту порядовку, и сразу же она у вас в режиме пользования. То есть вся порядовка находится в одном файле. Вы ее скачали и, в принципе, даже без наличия интернета можете открывать и пользоваться. И при желании, друзья, вы эту порядовку можете пойти и распечатать на принтере. Подключаете телефон, и вам распечатывают все ряды. Все ряды пронумерованы, расписана технология процесса сборки. И чем же оно отличается
от проекта, который я высылаю на электронную почту. А тем, друзья, что эта версия имеет только порядовку и посчитанное количество материалов. То есть в этой версии нету 3D модели и нету программы SketchUp. То есть вы уже этим не сможете воспользоваться. Но, друзья, она, соответственно, и дешевле, чем все остальные мои проекты. То есть всего стоит 3000 рублей. Оплачивайте и сразу получаете порядовку на свой гаджет. Ваша задача иметь телефон с сенсорным дисплеем. Это и все, в принципе. Я думаю, сейчас уже почти у всех, кроме секретчиков, такие смартфоны есть. Так что вот такая информация. Ну и да, друзья, если вы хотите пользоваться полноценной версией проекта, то эти проекты все на моем сайте mangalyplamya.ru. Проходим, выбираем и получаете вы полную версию, то есть ту же самую порядовку, количество материалов. И самое важное, это полностью оцифрованная 3D модель, то есть настоящий барбекю комплекс у вас будет на компьютере. Это, друзья, для тех, кто собирается заниматься проектной деятельностью, хочет изменять конструкцию, добавлять столы, там задние стенки, беседки строить. В общем, для вас как раз этот вариант и подходит. Если же вам это не надо, то вариант проект в кармане, то, что для вас больше всего подойдет. Все, ребятки, я с вами прощаюсь. Надеюсь, ответил на некоторые ваши вопросы. Но если вы хотите узнать что-то еще, обязательно пишите в комментариях. И я с удовольствием сниму для вас короткий познавательный видеоролик. Так, выключаю вот эту камерку. Вот еще раз покажу. Кто спрашивал, лампочка. Вот у меня лампочка. Ничего с ней не происходит. Даже если что-то произойдет, выкрутил, новую вставил. Ничего она копейки стоит по сравнению с тем удобством, что она приносит. Это мелочь. Вот, смотрите. Со светом вообще вот так все видно. Так, останавливаю запись. Ну все, друзья. Желаю вам здоровья богатырского, успехов в делах. И до новых встреч на моем канале Пламя в моих новых видеороликах. Всем пока.